Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике ресторан с сушами. Он только-только открылся, но бренд-то старый. И я его, господа, не забыл. Дело в том, что бренд Love Sushi однажды меня очень неприятно удивил. А именно, то ли обзор мы делали, то ли просто с женой Стуин туда заехали покушать. Но нас накормили там откровенно испорченным лососем. Это было ужасно и плохо. По-моему, даже и кальмар там был не очень. Короче говоря, мы полностью разочаровались в этом бренде. И с тех пор для меня, по крайней мере, тот ресторан, который существовал до этого, перестал существовать в принципе. Сегодня мы проверим новый открытый ресторан. Дело в том, что у них появились большие залы, симпатично, очевидно, здесь все красиво и здорово. А вот насчет еды, если у них ничего не изменилось, то этот бренд, как для меня, не существовал, так и продолжит. Я постараюсь сегодня абстрагироваться от всего, что было до этого. Будем оценивать новый ресторанчик Love Sushi. Поехали. Прежде всего, господа, давайте начнем с классики. Но сильно на ней задерживаться не будем. А именно, сушки с лососем, сушки с кальмаром, сашими из осьминога, сашими из лосося, который здесь написано New Style Sashimi Salmon. Это будет интересно. И по большому счету, с классикой на этом завяжем, потому что для того, чтобы оценить свежесть, этого вполне будет достаточно. Кальмар есть, лосось есть, в общем-то все хорошо. А дальше уже пойдем по необычным вещам. А именно, может быть, какие-то зажаренные роллы. Обязательно парочка супчиков возьмем. И, короче говоря, здесь есть из чего выбрать. Неплохой вариант. Обжаренный тот же лосось, тунец. Короче говоря, супчиков несколько обязательно тоже возьмем. С сушами поймем. И что у них дополнительно есть, тоже поймем. А на данный этап я понимаю, что с ценами все неплохо. Тут, кстати, есть острый креветочный мисо-суп. Ты как, Ром? Ну, надо попробовать. Надо попробовать. Мне кажется, что еще и с угрем, и с, лосось у нас уже и так будет. Может, ты стопу хочешь? Не? По ценам, да, ребят, в общем-то, неплохо все. Одна сушка с лососем стоит 23 тысячи донгов, с кальмаром при этом 16, например. Сашими из лосося классическая 68 тысяч донгов, а вот New Style, как у них здесь написано, 86. И чтобы вам тоже понимать, вот давайте такую отправную точку по ценам сделаем. Вот напишите, сколько в вашем регионе стоит Филадельфия, а здесь она стоит 119 тысяч. Чтобы понимать, какие здесь цены выше, ниже и так далее. На мой взгляд, да вроде все нормально по ценам. Так что поехали. Пока что они меня действительно радуют. Это приятная атмосфера, симпатичное место, негромкая музыка, в общем, все, что нужно. Самое главное, конечно, зачем мы сюда пришли, это еда и ее свежесть. Васаби порошковый, что не может меня не радовать, поэтому я побольше навалю. И те критики, которые говорят: Костян, как можно почувствовать свежесть или еще какой-либо вкус, когда ты столько васаби положил, легко, очень легко. Ребята. Вкус неплохой, но лосось разваливается. Его практически не пожевать. Сейчас Роман тоже будет пробовать. Выскажет: нет, на вкус все, ничего. Ровно то же самое сделаем и с кальмаром. Все отлично, все замечательно. Небольшая претензия к текстуре лосося, но к свежести придирок нет. Давайте быстренько, ровно так же сашимку осьминожка. Вы же прекрасно знаете, что по осьминогу я огромный совершенно фанат. Все хорошо. Пока неплохо. Роман, давай вот к этим вещам тоже приступай.
А я заценил у них вот это вот сашими лосося в новом варианте, как они это предполагают. Все залито каким-то, не знаю, не то масляным, очевидно масляным соусом, с чем-то там внизу. И теша это или... Ну да, это теша. Давайте. Да, ладно. Хотя, я не знаю, нужен ли здесь соевый, когда это все в масле. Скорее всего, нет, поэтому вот так вот я в этом соусе, который там есть, изваляю и попробую. Вкус интересный. Это я могу сказать, господа, блюдо. Потому что, пока я его прожевываю, я несколько степеней вкуса ощущаю. А именно, сначала мощный вкус зеленого лука, затем маслянистость, затем появляется вот этот вот самый соус, который внизу, а в конце в самом, бац, и свежий лосось. Это интересно, мне это понравилось. Сейчас кто-нибудь скажет: Костян, ты делаешь ребрендинг людям. Нет, просто пока у них все хорошо. Я, наверное, приступлю сейчас к супчику, а Роман потихоньку расскажет свои ощущения того, что он сейчас попробовал. У нас с Ромой разные супчики, у него с креветкой острый, а у меня просто мисо с угрем. Роман? Самая главная претензия, которую я мог бы им предъявить, это касаемо риса, потому что я был у них в заведении еще не в этом, а в другом, где-то 6 лет назад. И мы там заказывали тоже роллы, суши. И я очень был сильно удивлен тому, что они использовали обычный пресный рис из рисоварки, то есть ничем не заправленный. И я думал, вот только бы сейчас такого не было. Нет, но здесь мицукан, вот эта смесь залита, да, здесь. Да, и здесь все круто, с рисом все как надо, со свежестью все как надо, и даже васаби порошковый, ядреный, я полностью доволен. Да. А супчик мне, честно говоря, не понравился. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. То ли паста мисо какая-то старая, то ли еще чего-то. Короче говоря, я ем что-то лежалое. Понимаете ощущение? Мисо-суп не должен быть с этим вкусом. Угорь, ну, очевидно, вот этот вот обычный унаги. Здесь мне самый хвостик попался, и, кстати, он единственный. Это похоже из-за него. Старый угорь. Водоросли имеются. Мне суп не зашел. Во-первых, один всего лишь кусочек угря. Ну ладно, и суп-то сам по себе недорогой. Короче, суп хрень. Роман, свой супчик тоже пробуй. Может, там с креветкой хоть получше будет. В супешник можно креветку хорошую положить. Ребят, я не профессионал мисо-супов, но вот когда я пробую бульон у Ромки, здесь ярко выраженный грибной вкус. А когда я пробую свой, во-первых, вкус немножко другой. Может быть, как раз из-за наличия у Ромы креветки, у меня унаги, угря вот этого, может быть, соус там по-другому. Короче говоря, у Романа ярко выраженный, у романового супа ярко выраженный грибной вкус, а у моего супа из-за ненасыщенности вот этого грибного вкуса такое впечатление, что пахнет носками. Поэтому мне, честно говоря, что не тот бульон, ну, в большей степени тот понравился, а мой мне совсем не понравился. У него, видимо, вот этот угорь с соусом унаги и с этими грибами как-то не сочетается. Не знаю, мы много же этих бульончиков с тобой пробовали. То есть, а ты говоришь, что все нормально? Может, это отголоски
ковидного прошлого у всех по-разному сказывается, потому что я не почувствовал особой разницы между твоим бульоном и своим бульоном, и вкуса грибов я нигде не почувствовал. Единственное, что я почувствовал, у меня более насыщенный вот этот мисо-вкус, у тебя менее насыщенный. Но он приятный и там, и везде, где бы я не пробовал, я вот абсолютно то же самое чувствую. Ну, по большому счету, ведь как делается мисо-суп? Берется мисо-паста, правильно? Ну Бак, да, развелась, туда накидал, чего тебе нужно, и все, вот оно готово. Но это не вкус просто разведенной мисо-пасты. Здесь, очевидно, какие-то другие вкусы. Ну и бог с ним. Ну, да, просто мне мой не понравился. Вот, а в остальном, да, бог с ним. Поехали далее. Ром, ты кого будешь, осьминога или лосося? Давай лосось. Лосося. Слушай, я-то сашимку, ну, Рома знает. Держи тогда лосося, подъедай. Вот, а я осьминож подаем. Ой, васаби. Вот что, кстати, Ром, слышь, они хотя бы на васаби не жадничают, и нормально хоть порция. А то, знаешь, приходится иногда такой упрашивать и просить: ребят, ну принесите, пожалуйста, еще васаби. Этот порошок, он ничего не стоит, он в огромном количестве продается, знаешь. Купил там пакет такой. О, за такие моменты я обожаю свои обзоры, Ром, слышь? Ну да, ничего не снимается и прочее, ты можешь действительно вкусненько насладиться. О, да. Кайфушечка. Нет, растянул удовольствие. Ребят, ну и конечно же, самое главное, собрались во Вьетнам, переходите в мою телегу, здесь все контакты, все появляется сейчас, и пишите мне напрямую, да, там есть мои контакты, без проблем. Вы берете билеты, все остальное мы сделаем. Мы найдем вам жилье, мы снимем вам байки, мы сделаем вам и оформим трансфер туда-обратно, свозим на экскурсии, короче говоря, все это есть. Многие спрашивают: Костян, а как лучше сделать? Значит, взять все туром или вот я куплю билеты, а остальное все ты организуешь? Я говорю, конечно, лучше купите билеты, выберите, как вам подходит все по перелетам, по цене, чтобы вас главное устроило. А уж, конечно, здесь я найду все подешевле. Но вы знаете, на месте-то с этим легче разобраться, потому что у меня есть местные домики, которые сдают местные хозяйки, тетушки и прочее. Это значительно дешевле. Да и тот же самый трансфер, опять же, контора, которая вас повезет, она врубит вам, дай боже. Я не буду говорить, сколько обычно берут люди за трансфер, но у меня он стоит, ну, обычно где-то раза в 2-3 дешевле, нежели вы поедете когда туром. Так что обязательно, если собрались во Вьетнам, пишите, все сделаем. Ну и теперь, господа, два необычных ролла, а именно, какой из них какой я не помню, но вроде бы вот этот с крабом и угрем, а вот этот вот просто с курицей жареный ролл. Неважно, какой я начну пробовать, потому что если я не пойму, какой из них с курицей, а какой с крабом с угрем, то либо большие проблемы у меня, либо у того, кто их готовил. Давайте вот с этого кругляшка и начнем, например. Чуть-чуть. Кстати, вот что меня радует здесь, и здесь кусочек васаби есть, и здесь кусочек васаби. Имбирь, опять же, присутствует в каждом блюде. Это здорово, это молодцы. Это так и должно быть, скажете вы мне. Да, так и должно быть, действительно. Но просто не всегда почему-то это присутствует. Поэтому малюсенький кусочек васаби и макнем. Заценим. Майонез чувствую. Водоросли чувствую. Темпуру, в общем-то, тоже. Ну, наверное, внутри курица. Да, ни угря, ни краба я не распознал, как и, собственно, куриного вкуса. Но, скорее всего, это с курицей. Ну, потому что курица, в общем-то, может быть, нейтральный вкус сама по себе имеет. Вкусно? Да. Съел ли я что-то, чем насладился? Ну, отчасти да, потому что, в общем-то, вот этот вот тыквенный кьюпай майонез,
очень неплохой. Но овощная составляющая тоже неплохая. Мне кажется, просто убери отсюда курицу и вообще сделай просто полностью овощной, и будет вообще ничем не хуже. Ну да, Роман, давай, вот перед тем, как я буду вот это пробовать, ты тоже составь свое мнение. Да, у тебя соевый там есть. Вкусненько. Только один из главный, получается, ингредиент. Во имя этого ингредиента написан вообще название ролла. Его там, ну, считай, и нет. А ты майонез не любишь вот это? А я как раз гамму люблю. Просто Рома снял вот так майонез, отдельно съел. Я просто решил его попробовать, да, я не особо люблю вот этот PewDiePie майонез. Ага, PewDiePie майонез. Но я точно понял, что это зажаренные роллы, Да. то, что там есть рис, а что там за начинка, я вообще не почувствовал. Ну, то есть, мы съели с тобой водоросли с майонезом, с рисом. Да? На этом все и заканчивается. Ладно. Ну, кстати, он дешевенький, конечно, ну ладно. Окей, а вот здесь, когда дорого, должно быть понятно, вкусно и окей. Ну, давай, вон из серединки какой-нибудь кусок схватим. Кстати, как он выглядит снизу. Вот так. Сильно макать не будем. Так, для проформы. Я знаю, ты любишь это выражение. В данном случае оно будет очень даже к месту. А для тебя это, наверное, будет к месту даже x2. Я объясню, в чем дело. Ты не очень любишь кунжут, правильно? Ну, а в особенности, когда избыток кунжутного масла. Масло. Ну, здесь вот избыток кунжута. Ребят, если в двух словах. Кунжут с соусом унаги. Все. На этом все. Я съел кунжут с соусом унаги. Я больше ничего не почувствовал. И это за, я там не помню, 160, 140, ну, короче говоря, ценник появится. Я помню, что это не дешевый ролл. Где краб? Где угорь? Угорь в соусе унаги? Это вы, что ли, подразумеваете? Тогда пишите, что это ролл с соусом унаги, а не с угрем, как у них написано. Не, ну это вообще никуда не годится, потому что это просто обычная масса риса, зажаристого, значит, с кучей майонеза, с кучей кунжута, и все залито, значит, вот этим вот соусом унаги. И это, знаете, претензия не к ресторану, это претензия к рецептуре, как вы понимаете, естественно. Ну вот я сейчас отдельно вытащил угря, он там есть. А, очень может быть, что он там и есть, действительно. Я с этим-то спорить я не буду. Просто вы, ребят, подчеркиваете какие-то определенные ингредиенты в своем блюде. Но если я беру что-то с угрем, ну я должен хоть чуть-чуть угря там почувствовать. Или того же лосося, там, креветку, ну не знаю. А зачем оно мне там, если я этого не чувствую? Сейчас скажут, Костян, ну оно дает, может быть, какую-то оттеняющую, там, супер-мега особенность. Да нет. Ребят, в данном случае это совершенно не про это. Здесь, кроме кунжута и соуса унаги, просто ничего не существует. Просто ничего не существует. Ну да, там у угря супер-супер микрокусочек, который теряется за вот этой вот шапкой, непонятно из чего. Присутствует сильный вот такой ярко выраженный вкус кунжутного масла, и тут уже, ну, либо ты его любишь, либо ты его, как я, не любишь. И в данном случае, да, но вот за счет того, что весь фокус смещается в сторону кунжутного масла, я не особо полюбил его. Я не знаю, есть ли здесь кунжутное масло, может быть, оно и есть, но кунжутом здесь засыпано все добротно. Короче говоря, это просто неудачный ролл. К качеству
продуктов, ингредиентов, которые здесь присутствуют, у меня нет никаких. Опять же, наличие васаби, имбиря, все хорошо, здорово. Просто зачем это существует, непонятно. Особенно в такую цену, ребят. Я даже вообще не обратил это внимания. Может быть, он как по курочке бы по этой побомбил бы чуть-чуть и сказал такой, ну ладно, зато дешево. Хрен бы с ним, я что-то съел такой и Господь с ним. Здесь все-таки как полноценная Филадельфия стоит. Даже дороже Филадельфии, понимаешь? Ладно, давайте что-нибудь тоже из необычного закажем. Наверное, финальное на сегодня блюдо, потому что хватит с меня, как говорится, дорогих экспериментов. Ну, серьезно. Так, а может не необычное, а самое популярное, что вообще в мире А я не есть? знаю. Ром, вот давай сейчас прямо, значит, в телеге зададим вопрос. Ребят, что заказываем? Необычное или классику? И как народ в телеге проголосует прямо сейчас, мы сделаем перерывчик на 20 минут и, соответственно, подождем, как голоса распределятся. И все. И после этого, как заказано, так и сделаем. А вы это увидите уже, когда прошло несколько дней после того, как увидите выпуск. Давай, сейчас состряпаю быстренькую голосовалку. Так, и все, проголосовал я за классику. Вот. Ничего себе обновляется. Ром, 52 голоса уже. Прошло 30 секунд, как я опубликовал. 84. Вот это количество. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, побеждает с огромным сейчас отрывом уже. Побеждает что-то необычное заказать. А я за классику. Я хотел филку съесть. Но, видимо, не судьба. Ну да, окей. Пускай народ еще где-то минут 10 поголосует. Таким образом, принимайте участие в выборе блюд, которые мы иногда делаем на обзорах. Подписывайтесь при этом на телегу, все здесь появляется. Да, конечно. Наверное, теперь это будет присутствовать, Ром, в роликах. Можно так делать, а что нет? Ну да. Я считаю, что пускай зрители не только комментариями, к которым мы, конечно, прислушиваемся, оставляют свое мнение, но еще и прям прямое участие в выборе блюд имеют. Можно будет потом вообще выйти на вариант сфоткать меню, типа, ребята, а что хотите брать? И пускай люди решают, серьезно. Ну, какой-то интерактив же должен быть, правильно? Мне кажется, прямой интерактив и диалог с аудиторией – это правильно. Если так считаете, опять же пишите. Прошло 15 минут по опросу. Голоса распределились таким вот образом. Роман, наводи резкость. Ну, да, вот. И 300 голосов ровно сейчас стало. Все, останавливаем. Да, остановить опрос. Все, порядочек. 303 голоса в итоге получилось. 87% за необычное. Меня даже посетила, может быть, мысль, что сфоткать меню, и пускай люди там Но, ладно, с места в карьер не будем. Мы что-то сейчас действительно выберем из необычного. Здесь есть некоторые блюда, которые, опять же, в себе включают какие-то супы. Так, эти все суши и прочее, это ладно. Где у нас необычное? А вот, например, да... Я даже половину и не знаю. Тайский суп с лососем. Так это классический. Кстати, том-ям. Для суши это действительно необычно. Вот рамен. Говяжий рамен и... Ну, или рамен, как хотите, так называете. И куриный. Да, еще и сифудный есть. Короче говоря, сейчас что-то из этого выберем. Может быть, я посчитаю все необычные блюда, которые я считаю, конечно же, на свой взгляд необычными. Мы просто не будем касаться сушильни. И сделаем рандом, да? Ну, в общем, мы тут с Ромой полистали, посмотрели. Я хоть вначале и не хотел, в общем-то, роллы. И я в основном наметил, значит, на... Это роллом не назвать, это такой намес с кусочками. Ну да, по большому счету ролл. Но это тунец тут и прочее. Он просто выглядит необычно. И самое главное, он у них на рекламе там висит, типа они гордятся этим. Затем рамены и том-ям и прочее. И еще салаты. Но, ну да, темпура креветки это тоже неинтересно. Рома
обнаружил такой интересный ролл, а именно рис, лосось, сыр, говядина и икра. Да, это необычно. Особенно присутствие говядины там, на мой взгляд, действительно неплохо. Стоит он 199 тысяч, так что под финалочку очень даже подойдет по цене, хотя это и не самое. А, нет, подожди, это самое дорогое блюдо на сегодня тогда будет. Да, потому что до сих пор самый дорогой ролл, который нам совершенно вот этот вот не понравился, с крабом и угрем, он стоил 169. Да, Ром, хорошо. Давай берем тогда вот этот топ-ролл, 199 тысяч, и это необычно, и под финалку зайдет. А уж по вкусу сейчас узнаем. С говядиной ролл. И лососем одновременно, и сыром. Забавно. Ребят, очень часто было такое, когда на меня люди ругаются, типа, а чё это ты, Костян, до сих пор язык, значит, не выучил? Рома тут меня... Давай, Роман, сам бомби вот всю эту историю сам. Ну, меня преследовали правильные мысли, только не вовремя, потому что, когда мы уже заказали, я подумал, а что если бо это не говядина, потому что там не та черточка стоит и не та интонация. Ну и да, это, авокадо. Бо, господа, в данном случае авокадо. Другими словами, несмотря на то, что мы очень классный опрос провели в телеге, и люди попросили, значит, заказать что-то необычное, и мы такие, да, топ-ролл с говядиной по Роминому посылу, его и выбрали. К сожалению, у нас нет столько много бюджетов, чтобы заказывать еще что-то, потому что в конце концов этот ролл стоит 200 тысяч донгов. Ну да, это получается филка, сыр, лосось, авокадо. Пробуем. Сначала я и проголосовал за классику. Ну ладно. Будем считать, что Рома ошибся в мою пользу. Я могу сказать следующее по качеству. Оно здесь немножко хромает с точки зрения рандома. Сами посмотрите. Вот сейчас крупные кадры появятся, потому что здесь вот есть кусочек, где много лосося, и прям выглядит этот ролл хорошо и здорово. А вот, например, в соседнем, там не то что лазером, там вообще его почти нет. Вот здесь прям рис проглядывает. Как это работает, не очень понимаю. Нарезано, опять же, разные размеры. Вы посмотрите, сравните толщину вот этого здесь. Раз, два, значит, 2,5 палки влезает. А здесь раз, ну и дай бог, вторая уже все, вот, она соскальзывает, она уже не влезает. Ну, на мой взгляд, это не очень правильно так подавать. То есть и разный объем, и разная нарезка. Все-таки так не должно быть. Давай вот я небольшой возьму. Васаби имеется? Давай чуть-чуть. И вперед. Здесь тоненький лосось. Хотя обернут, да, по полному кругу. Это хорошо. Ну, это неплохая Филадельфия. Да, это вкусно. Это правильный сыр Филадельфия. Тот самый сливочный, нежный. Икра внутри похрустывает. Лист нори тоже чувствуется. Ну, я съел тоненький кусочек. Вот, наверное, если такой толстый съесть, то и лосося тоже почувствуешь. Но, да, все свежо, все неплохо. Роман, давай. Я тоже изначально голосовал за какой-нибудь классический ролл, потому что, ну, если они какой-нибудь классический ролл испортят, сделают как-то, ну, фигово, получается, ну, и остальные-то заказывать не стоит. Но здесь, да, все отлично, сыр приятный, хороший, приятно похрустывает икра, свежий лосось. Угу. Единственное, да, вот только вот эта кривая нарезка. Ну, она очень просто кривая, господа, вы должны понимать. Вот самые два тоненьких кусочка мы съели, сейчас это тоже подъедим, что-то, может быть, и домой и Роман заберет, я заберу. Ну, вот, но серьезно, здесь, грубо говоря, 2 пальца, а здесь мизинец. Ну, серьезно, как так можно нарезать, я не очень понимаю. А в целом, да, окей. Прежде всего, господа, прошу прощения, что получилось изначально. Вы проголосовали за что-то необычное, а у нас в итоге вышла классика.
Но это ладно, Господь бы с ним, как говорится, первый блин комом, и это все нормально. Напишите самое главное, вот такой интерактивчик, когда мы здесь что-то снимаем, а вы принимаете в этом участие. Хотите ли вы этого или нет? Все это, конечно же, будет происходить в телеге. Это вы понимаете. Далее, по поводу самого ресторанчика, по поводу самих сушей, ради которых мы сюда и пришли. Да вы знаете, неплохо. Я могу сказать так, бывало и лучше, особенно в свое время, когда я еще в Питере жил, и я без зазрения совести сейчас скажу, что в то время, тогда, вкусные суши были охренеть какие хорошие и вкусные. Это действительно были огромные куски лосося на роллах, на сушах и прочее, и прочее. Здесь же, ну, вы знаете, вот наше, вот это вот то, что обычное ширпотребовское. К качеству, слава богу, я сегодня не докопался, пожалуй, кроме одного единственного супчика. Он мне какой-то показался странный, непонятный. То ли мисо-паста, то ли мисо-паста с угрем так работает. Короче говоря, у меня остались вопросы к вкусу. Да, ну и, конечно, один из дорогущих роллов, там, где... А зачем вы туда кладете краба? Он краб-угорь, да? Где ты чувствуешь только соус и только кунжут. Все, на этом все заканчивается, и он при этом очень дорогой. Непонятно. Над рецептурой, может быть, где-то стоит и поработать, над количеством лосося и прочей рыбки, наверное, тоже, а в целом, по свежести хотя бы, я сегодня ни в коем случае не докопаюсь. Все было неплохо и здорово. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Да, и насчет цен напишите, пожалуйста, сколько у нас филка стоит в конце концов. 1, 2, 3, 4, и потом 5, 6, 7, 8, и здесь будет 9, 10, 11, например. А ты именно суп хочешь? А? Ты именно суп хочешь? Нет, я просто все необычные, начиная отсюда. С Так первого. ты потом забудешь, какие ты выбирал. Ничего подобного. Как это я забуду? Страницу перевернешь, уже забудешь, Ничего что было подобного. предыдущее. Меня не в ту степь унесло. Так, Ром, в какой момент меня понесло не туда?